приехали в Девонпорт погулять и пойти на обед с Крисом. Погода зима. Крестьянин торжествуя. Привет, друзья! Меня зовут Олеся, я живу в Новой Зеландии. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Сегодня я проведу день с Крисом. Мы вместе с ним погуляем, пообедаем. Присоединяйтесь к нашей прогулке. Я уже делала о Крисе видео. Я оставлю ссылку под видео в описании. Если не смотрели, то посмотрите. Хотя он там мало отвечает мне на вопросы, но можно хотя бы посмотреть его хобби и вообще, как он живет. Крис до несчастного случая работал шеф-поваром. Собирался открыть свой ресторан, путешествовал по миру, работал в Америке, в Японии, в Корее и, в общем, был очень перспективный. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, он никогда не унывает, всегда шутит. Крис, как случился твой несчастный случай? Накануне Нового года, это случилось уже 20 лет назад. На маленьком острове Новой Зеландии, помечали с друзьями. Я решил пойти искупаться, нырнул с пристани. Головой ударился о дно, повредил свой шейный отдел позвоночника. Начал погружаться под воду, лицом вниз. Прибежали мои друзья и спасли меня. 20 лет уже прошло. Собака, привет. Ну, продолжаем наш разговор. Ах, да. Ну, вертолет забрал меня с этого острова, привезли меня в госпиталь. Потребовалось им несколько дней для того, чтобы поставить окончательный диагноз. Да, было немножко необычно, потому что у меня не было потери чувствительности. Я все это время чувствовал. Главное, не мог двигать ногами, руками. Когда ты понял, что, в общем, ты не будешь ходить, у тебя началась депрессия? Да нет, не было депрессии. Я, в общем, думал, что все время что-то новое открывается в медицине. Я думал, ну, посижу 10 лет, потом они что-нибудь найдут. Найдут какое-то решение. Но, к сожалению, 20 лет прошло, пока решения еще нету. How you doing? Крис, как изменилась твоя жизнь после несчастного случая? Я имею в виду условий быта. Что ты поменял? Да, я переехал в другой дом, поскольку раньше я жил на такой возвышенной земле, мне это неудобно, поэтому я выбрал немножечко другую сейчас землю, более плоскую, удобную для передвижения на инвалидном кресле. Также я расширил дверные проемы, я сделал себе деку, я сделал себе удобную ванную комнату. Ну, сделал так, чтобы мне было удобно, чтобы я мог передвигаться. Подстрижены кусты и забор. Это надо быть таким перфекционистом. Ну, кстати, хорошая идея, видите? Интересно. Это ресторанчик такой маленький. Crispy on the left. You go. Стоит $40 за буфет. Буфет — это типа шведского стола. Подходишь и берешь сколько хочешь. Привет, Крис. Пока никого нет.
знаю, курица, наверное. Картофель, брокколи. Еще курицу, мидии. Вид здесь шикарный, конечно. Еда оказалась достаточно такая простая. Но, с другой стороны, приходят люди, если посмотреть контингент, люди в возрасте, могут себе позволить. Поэтому он недорогой, зато прекрасный вид. Крис, если не возражаешь, ответь мне еще, пожалуйста, на такой вопрос. Насколько доступно для тебя вообще Окленд, передвижение по городу? Ну, достаточно неплохо, доступно. Конечно, может быть, в других городах более доступно, но, в принципе, в Окленде становится все лучше и лучше. У меня нет проблем с этим. Мне достаточно легко передвигаться. Может, где-нибудь в ресторане или где-то сложности есть у тебя? Ну, да нет, нет. Нет, у меня никогда не было проблем. В принципе. Вот ресторан, видите, я когда делала бронирование, сказала, что у нас человек на инвалидном кресле, и вот они поставили вот такое вот сооружение деревянное. Лиз, исходя из того, что у тебя проблемы такие со здоровьем, чувствуешь ли ты себя защищенным? Есть ли у тебя ощущение защищенности? Да, конечно. Ты думаешь, что государство достаточно заботится о тебе? Да, да, да. Крис, что бы ты мог посоветовать людям, оказавшись в подобной ситуации, как ты? Не мерзните, оставайтесь позитивными. Ну, а также немножко приключений в жизни. Это же все-таки не конец света.